Дорогие друзья, православным людям необходимо иметь ясное представление о ситуации на планете. Нам нельзя жить как слепые котята. Ни патриарх, ни президент миссии ведущих, миссии народных вождей не выполняют. Они ничего нам не объясняют и никуда не ведут. У них свои какие-то темные игры. Поэтому разбираться с геополитической ситуацией и вырабатывать народную политику для наступающей Святой Руси нам нужно самим. Данный выпуск мы в очередной раз посвящаем еврейской теме. Необходимо расставить точки над «и» в этом непростом вопросе. Необходимо осветить эту проблему не с сиюминутной точки зрения, а с точки зрения вечности, с точки зрения вселенского проекта Бога, с точки зрения откровения Иоанна Богослова и концепции апостола Павла. Ну и самое главное, с точки зрения нашего Небесного Отца. Нужно подняться над проблемами нашего времени. Нужно успокоиться, перестать находиться в состоянии возмущения. Наш мир, вся планета целиком – это зона глобального бедствия. Катастрофа вселенского масштаба уже произошла. Группа безответственных лиц, преимущественно иудейской национальности, взломала дверь в рубку управления Вселенной, перебила профессиональных пилотов и попыталась угнать борт в условный Израиль. Сионисты осуществили теракт исторического масштаба, и сейчас они продолжают по инерции бегать по салону, распихивать где только можно взрывчатку, размахивать оружием, выкрикивать какие-то требования, затыкать рты, угрожать и время от времени даже убивать пассажиров. Понятно, что это все в крайней степени возмутительно. Однако главная проблема сейчас не в террористах как таковых, а в том, что они запустили целый ряд фатальных сценариев, при котором посадить борт невозможно. При любом раскладе цивилизация разносится в клочья. Разносится в клочья вместе с террористами и нетеррористами, вместе с либералами и нелибералами, вместе с верующими и неверующими, вместе с Хабадом и их фейковым Израилем. Хабад в реальной геополитической игре – это пешки, это коллективный Иуда, выполняющий для невидимых старейшин грязную работу. Не они делают погоду. Мир устроен не так, как это кажется с первого взгляда. Поэтому та позиция, которую занимают некоторые ярые обличители преступлений сионизма, это все разговор в пользу бедных. Можно сколько угодно проклинать террористов, но лайнер от этого не перестанет сваливаться в штопор. Существующая цивилизация обречена на полное уничтожение. Благоприятного выхода из ситуации внутри данной системы не существует. Однако есть еще один лайнер, идущий параллельным курсом. И есть возможность осуществить переход с одного борта на другой. Для этого нужно на оставшееся время отдать управление самолетом в руки особого капитана, случайно оказавшегося среди пассажиров. Тогда он сможет что-то придумать, как-то выровнять курс и на последних каплях горючки сблизиться с другим лайнером. И тогда возникнет возможность как-то перейти с крыла на крыло и спастись. После этого первый борт камнем падает вниз. И привет. Кто не успел, тот опоздал. Вот вкратце, к чему сводится суть происходящего в подлунном мире. Мораль всей басни такова, что осуществить исход
стерпящей бедствие планеты сами по себе пассажиры не могут, потому что власть захвачена преступниками, и нужно как-то с ними договариваться. Аналогично и террористы не смогут спастись, если они не попытаются договориться с капитаном пассажиров. Другими словами, мы все в одной лодке. Данную притчу можно отнести к метафорам начального, упрощенного уровня. Она показывает суть проблемы в целом. Однако в реальности проблема значительно сложнее. Ведь и пассажиры вовсе не безобидные овечки. Террористы оказались на борту самолета, потому что перед полетом часть из пассажиров вступила в сговор с преступниками. Поэтому в ситуации замешаны все. В следующей притче мы покажем более подробно суть духовных процессов, из которых складывается реальная геополитика. Расчеловечивание уже произошло. Планета поражена зомби-вирусом не в кино, а в реальности. И за минувшее столетие обратившиеся по-своему эволюционировали так, что сложилась целая иерархия разнообразных мутантов. Вирус создан в лаборатории иллюминатов, создан руками масонов, но по инициативе сионских мудрецов. Вирус разработан на основе знаний о носителях духовной силы. Вирус синтезирован из крови самых сильных носителей, а таковыми являются носители крови колена Иуды, носители крови колена Дана и носители крови Бога-человека. Опуская подробности, отметим самое главное. В процессе мутагенеза сами иудеи являются монстрами начального уровня. Они вовсе не стоят в стороне с чистыми руками. Чтобы создать матрицу, они прежде всего заразили себя самих. Вернее, их заразили старейшины. История с Иудой повторяется. Нельзя стать вожаком стада чудовищ, не сделавшись самим прежде монстром. Какой прекрасный вид. Никогда не мог понять, как они разбегаются. Все забываешь, что одеваешься ты как ковбой, но на этом все заканчивается. Вон того, видишь? Да. Это бык-провокатор. Остальные пойдут за ним куда угодно. Как ты его определила? Просто знаю, как это происходит. Поэтому синагога – это такая же жертва иллюминатов, такая же тоталитарная секта, как и синод. С той существенной разницей, что иудеи не имеют возможности освободиться от проклятия матрицы, потому что они искусились знанием по собственной воле. Православный же народ потенциально сохраняет возможность выработать в своей среде антидот, потому что православная церковь заражена не добровольно, а насильно. Ходячие преследовали Русь несколько веков. Она отбивалась от них как могла, однако в конце концов ее затравили. Она выбилась из сил и 100 лет назад пропустила роковой бросок очередной модифицированной особи. Русь умерла, обратилась в ходячий труп. Однако где-то в подкорке, в каком-то единственно живом нейроне все это страшное время теплилась память о правде и о совершившемся насилии. И целое столетие данный нейрон пробивался через некроз народного сознания. Из года в год он искал путь к оживлению нейросети мозга. И в конечном итоге православие разродилось отраслью, первым носителем, имеющим устойчивый иммунитет к зомби-вирусу.
Вот к чему сводится суть многовековой геополитической игры. Сначала человечество заразили зомби-вирусом, и стадо мертвецов затоптало церковь. Теперь же пришло время возрождения церкви из пепла. И при этом она получает иммунитет к зомби-вирусу и абсолютную власть над укушенными. И далее церковь превращается в стадо одухотворенных слонов, затаптывающих мертвецов и оживляющих тех, кого еще можно спасти. А что придет в голову этим слонам, никто не знает. Разработчики зомби-вируса на сей счет создают различные киношные образы, типа Нигана, сбитой вампиркой. Или вот еще свежие персонажи из нового сериала «Мир Дикого Запада». Здесь устройство матрицы вообще сливается со всеми потрохами. Известный мозговед Хопкинс играет роль самой масонской матрицы, роль черно-белой сцены глупости, в пространство которой загнано человечество. Когда родимся, мы кричим, вступая на сцену, сцену глупости. Достаточно. Поэтому он в черно-белом. У Хопкина есть помощник, глава программного отдела полунегр Бернард. Кто у нас программирует все процессы на планете? Кто главный надсмотрщик над матрицей? Правильно, иудеи. Помощник Бернард – это мировой сионизм, это Хаббат, это коллективный Иуда, которого используют в темную. Поэтому Бернард негр. Бернард не знает, что он модифицированный. Он уверен, что новый мировой порядок создан иудеями и для иудеев. Он пока еще не знает, что мозги иудеев взломаны таким же наглым образом, как и мозги у христиан. Иудеи продолжают верить в свою богоизбранность, в Машиаха, в победу сионизма и в прочие небылицы. Но их ждет катастрофическое разочарование. Ковбой – символ умного делания, символ настроя ума на уровне тельца. Это сила православной церкви, пытающаяся восстановить священнодействие по чину Мельхиседека. Священники одеваются, как Мельхиседеки, но на этом все заканчивается. Какой прекрасный вид. Никогда не мог понять, как они разбегаются. Все забываешь, что одеваешься ты как ковбой, но на этом все заканчивается. Долорес в голубом – это та же Алиса, то есть Христова невеста, человечество, зараженное зомбовирусом. Отец Долорес – мистер Абернати. Он играет роль зомбированного христианского пасторства. Поэтому у него 3 главных функции: пасти стадо, то есть заниматься умным деланием на уровне тельца, беречь жену, церковь, и заботиться о дочери Долорес, то есть о Божьем народе. Скажите, у вас есть доступ к предыдущей конфигурации? Да. Тогда подключитесь к ней. Как вас зовут? Мистер Питер Абернати. Мистер Абернати, что для вас важно? Следить за стадом. Беречь супругу. А что важнее всего? Конечно, моя дочь Долорес. Я должен ее защитить. Я стал таким благодаря ей и
И не хотел бы... Не хотел бы ничего... Я должен предупредить. Кого предупредить? Долорес. О том, что с ней делают. Что вы с ней делаете. Я должен ее защитить. Должен ей помочь. Ей нужна свобода. Прекрасно, мистер Абернатти. Достаточно. Такое поведение даже близко не описать словом «глюк». Зомби-вирус обращает христианских священнослужителей в ходячих. Однако где-то в уголках подсознания, в прошлых конфигурациях сохраняется искорка памяти о правде и о чудовищном насилии. И в моменты просветления из глубины прошлых эпох начинают звучать страшные слова грядущего возмездия. Вернитесь к нынешней версии. Как вас зовут? И роза пахнет розой. Розой. Чего вы хотите? Встретить своего Создателя. Что ж, вам повезло. И что бы вы сказали этому Создателю? Своими искусственными, грязными руками. Я непременно отомщу вам обоим. То, что я сотворю с вами, конкретно, я пока не знаю, но это будут величайшие ужасы на свете. Вы не понимаете, где находитесь. В клетке своих собственных грехов. Выключить. А это еще что такое? Понятия не имею. Это не по сценарию. Мы не писали для него такого поведения. Ситуация патовая. Планета нашпигована взрывчаткой. По салону бродят неадекватные иудеи, и никто не знает, что делать. Вот почему сдали нервы у королевы Елизаветы. Она пыталась слить разработчиков зомби-вируса и таким образом как-то разрулить ситуацию, но не вышло. Поэтому разруливать ситуацию придется нам. Нужно сделать так, чтобы стадо слонов не затоптало тех, кого можно спасти. Для этого нужно получить ясное понимание о природе зомби-вируса. Тем не менее, во взломе Вселенной виноваты все. Одни ломали, другие пропускали на борт террористов, делая вид, что ничего страшного не происходит. Что царящее вокруг беззаконие – это естественный ход развития цивилизации. Ну и как сейчас нам и продолжают архиереи говорить и утверждать, что чипизация и присвоение целостному человеку дробного числового имени – это не плевок в Бога, а обыкновенный технический прогресс. Иудеи не имели бы власти над Русью, если бы им не позволили православные архиереи. И вот в результате синтеза модифицированного новозаветного православия с модифицированным ветхозаветным иудаизмом и получился зомби-вирус. Вот он и уделал всю Вселенную, все ее 4 этажа до самого основания. Ну а затем отравленным оказался уже весь мир.
и все народы. Так что каких-либо ориентиров сейчас вообще не осталось. И теперь весь Израиль лежит в нечестии. Все стали зомбаками. И пассажиры, и террористы. Вот в чем суть геополитических процессов, происходящих на планете. Ортодоксальные сионисты и ортодоксальные православные – это не два противостоящих лагеря, а разновидность одного и того же генно-модифицированного человечества. Иудеи все это дело замутили, но расхлебывать кашу предстоит нам. Причем таким образом, чтобы спасти и церковь, и тех, кто называет себя иудеями, но не суть таковы. Осуществить данную миссию может только грамотно организованная соборная структура, способная генерировать в себе энергию вечности. Энергия вечности собирается из многих компонентов, но есть два самых главных. Это виноградная лоза и смоковные листья. То есть древо человеческого рода, соединенное с Божьей премудростью. И собирается все это дело на вершине одной очень высокой горы. Поэтому мир сейчас ждет прихода легендарного героя эсхатологической эпохи, избавителя от Сиона. Только он способен изготовить противоядие от зомби-вируса, захватившего планету. Однако избавителя как такового нет. Его также необходимо собрать. Избавитель – это соборно-ипостасный процесс, собирающий всю чистую энергетику бытия в царя славы. Избавитель – это не индивид, а Христова Церковь. Так что, дорогие братья и сестры, вы меня не записывайте в пророки, в цари и преподобные. Это не соответствует действительности. Я тот, кто создает соборный процесс, а не тот, кто является единоличным результатом этого процесса. Чувствуете разницу? Процесс по своей природе является грядущим, то есть движущимся из будущего, или наоборот в будущее, стекающимся в имя Господне, а не в меня. Поэтому большая просьба учитывать этот жирный нюанс. Ну а в остальном, дорогие друзья, поздравляю всех с Рождеством нашего удивительного Бога. Свет Христового разума обязательно изольется на нашу усопшую Русь. И Иерусалим небесный будет населен, и города Иудины будут отстроены заново, и развалины его будут восстановлены в верхних водах бытия. И в наступившем году во славу Пресвятой Троицы стадо русских слонов получит первые порции антидота.